Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим мои самые любимые кексы на кефире. Будем готовить их с вкуснейшей нежной начинкой. Получаются очень вкусные, нежные, воздушные. Всегда получается, потому что это очень простой и удачный рецепт. Итак, приступим к приготовлению. И начнем с приготовления крема. Для этого в кастрюлю я вбиваю одно яйцо, добавляю небольшое количество молока от общей массы. Всего мы добавляем 250 мл крем. Сейчас я добавила примерно 1/3 от общего объема молока. И также я добавила 2 столовые ложки сахара. К сожалению, этот шаг камера не записала, но сахар также вы можете добавить в крем по вашему вкусу. Далее я добавила 2 столовые ложки муки, но муку я добавляю по 1 столовой ложке, каждый раз ее просеиваю. То есть я добавила 1 ложку муки, перемешала, и теперь добавляю 2 ложку муки и также хорошенько все перемешиваем, чтобы не было комочков. При желании можно также добавить ванильный сахар по вкусу. И далее добавляю оставшееся молоко. Напоминаю, что всего я добавила 250 мл молока. Все хорошенько перемешиваем, отправляем на огонь и, постоянно помешивая на небольшом огне, доводим массу до кипения. Обязательно нужно постоянно мешать, чтобы крем не подгорел и не образовались комочки. Если вдруг образовались комочки, то просто перебейте блендером или перетрите через сито крем. Итак, крем у меня сварился, я снимаю с огня, и сейчас я уже дала ему полностью остыть. В результате он немного загустел после остывания, и вот такой он у меня получился. Далее займемся приготовлением теста. Для этого в отдельную миску я вбиваю 3 яйца, добавляю 200 грамм сахара. Количество сахара также вы можете регулировать по своему вкусу. И теперь все хорошенько миксером на максимальных оборотах взбиваем в пышную пену. Нужно взбить настолько хорошо, чтобы масса увеличилась в объеме в несколько раз и посветлела. Получится такая густая яичная масса. Итак, в результате вот такая пышная масса должна получиться. Далее я добавляю 160 мл растительного масла. И еще раз все хорошенько перемешиваем до однородности. Долго взбивать не нужно. Далее добавляем 250 мл кефира. Желательно, чтобы кефир был комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Жирность кефира не имеет значения. Также кефир можно заменить на простоквашу. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Далее нам понадобится 2,5 стакана муки. Стакан у меня объемом 250 мл. Я насыпаю муку в чашу сито, потому что ее нужно будет обязательно просеять. Поскольку чаша сито у меня недостаточно большая, я сейчас на данном этапе уже просеиваю небольшое количество муки и на минимальных оборотах миксера замешиваю тесто. Я добавлю небольшое количество муки от общей массы. И затем к ней еще добавлю разрыхлитель, потому что очень желательно муку смешивать с разрыхлителем. Но из-за того, что у меня чаша сито не очень большая, сразу мне это не удалось сделать. Итак, далее я добавляю 12 грамм разрыхлителя и хорошенько перемешиваю муку с разрыхлителем. И просеиваю сухие ингредиенты к жидким. Добавляйте муку с разрыхлителем постепенно, небольшими частями, чтобы не было комочков. Замешиваю тесто на минимальных оборотах миксера. Также это можно сделать с помощью венчика или ложки. В то же время долго взбивать тесто не нужно. Как только разошли все комочки муки, сразу переставайте перемешивать и взбивать тесто, чтобы в результате тесто не получилось слишком забитое и тугое. Итак, в результате вот такой консистенции теста должно получиться. Если тесто у вас получилось более жидкое, то добавьте немного больше муки. Далее я подготовила формы для выпечки. У меня металлические порционные. Также я добавила металлические вкладыши, которые я ничем не смазываю. Также можно использовать силиконовые формочки. Далее на дно формочек я выкладываю примерно по 1 столовой ложке теста.
И сверху на центр выкладываю примерно по 1 чайной ложке остывшего крема. Он немного загустел, и его очень легко накладывать на тесто. Очень удобно с ним работать. Выкладываем так весь крем. Кстати, вы можете использовать любую начинку, которую вы любите, или то, что у вас есть в наличии. Но с данным кремом эти маффины получаются невероятно нежные, они просто тают во рту. Поэтому хотя бы один раз рекомендую попробовать приготовить именно с этим кремом. Далее поверх крема выкладываю еще по 1 столовой ложке теста. Но тесто нужно выкладывать так, чтобы полностью сверху и по краям закрыть крем, для того, чтобы он в процессе выпекания и в последующем не вытекал из готовых маффинов. Выпекаю я при температуре 180 градусов около 30 минут до слегка золотистого цвета. Также готовность можно проверить с помощью деревянной палочки, но протыкайте ею не по центру, там где крем, а по бокам, там где нет крема. И вот такие красивые пышные кексы у нас получилось. Всего у меня получилось 12 больших кексов. Они примерно в 2 раза поднялись, очень хорошо пропеклись, получились пышные и воздушные. Тесто очень мягкое, нежное, пористое, прекрасно пропеклось. И давайте же разрежем и посмотрим, какие кексы получились в разрезе. Посмотрите, какая красота! Внутри нежнейший молочный крем, который просто тает во рту. Невероятное сочетание нежного теста и нежного крема. Рецепт просто идеальный. На сегодня для меня это номер 1 маффинов с начинкой. Действительно замечательный рецепт, который я всем рекомендую попробовать хотя бы один раз. Вам точно понравится. Так что, друзья, обязательно нажимайте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Спасибо, что вы были со мной заранее. Спасибо за отзывы всех, кто приготовит этот рецепт. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!